Что ж. Ну что ж. Всем привет. Так, мне еще не все подключилось. Ладно, пока еще не всем привет. Блин, как я обожаю пересвет свой. Ну, я ничего с ним делать не буду. Живите с этим просто. С тем, что мой свет... Это мой свет. Это мои проблемы. Мой свет — ваши проблемы. Ладно. Так, пошутили, посмеялись, поиграли. Правильно? Правильно, все. Мы играем, ребята, сегодня с вами. Продолжаем истории. Мы теперь будем стараться проходить вот одну игру играем. Пока ее не пройдем, не оставляем. Все, не будем перепрыгивать, стараться. Ну, может там НФС максимум, потому что он тянется, конечно, у меня. Но в целом мы будем стараться. Вот, взяли игру и прошли ее. Сложно, несложно, все. Единственное, что просто залпом НФС я не могу пройти, потому что я с ума сойду, если буду залпом проходить. А все остальное, все. Даже сложная супер игра какая-то, но не гонка, мы будем проходить. Вот. Ну, может что-то, ну вот как НФС не сюжетное на фоне можно ставить, когда там настроения нет. Так, мы, значит, идем по... Так, самоцвет, находим Зенобию. Все, понял, принят. Кстати, прикольно здесь, видите, рывок, хотя, не, нормально. Так, ладно. Сегодня мы сделаем, я думаю, будем пытаться взять концовки все Зенобии, попробуем забрать. А ну, воронье. Ох, все-таки ударил, вот псина. Ай, ладно, сейчас. Ого! Нифига себе. Cawing in frustration. They were still searching for a way in. Good. And he hadn't come too late. Так, подождите, сейчас я напишу, что я стримчук запустил. Так. Так, ладно. Рейнардо, он как Леонардо, только Рейнардо. Так, надо прокачать уровень. В принципе, нам осталось 14 прохождений, это примерно 14 уровней по-хорошему, да? 14 уровней, а мне надо больше. Ну, тут еще за прохождение левелов некоторые дают, по-моему, уровни, да. То есть, возможно, нам еще уровень 2 дадут за это. Так что надо стараться играть прям очень хорошо.
Так, уходим. Отлично. 2000, на. Отличненько. Ну там свитка нет, да? Да, я там был. Ну, тут можно... Hero wall, hero sword, firewall, fire, extinguisher. Огнетушитель. Прикольно. Стена героя. Меч героя. Забавно. Привет, Влад. Стена героя, меч героя, стена огня, огнетушитель. Забавно. There had to be some way to use the Iblis stone. It was old, wasn't it? People are so much cleverer now. And Renato was pretty sure he was cleverer than most people. Прикольно, что вороны, если не стоят за камерой, то, ну, в поле зрения, они не бьют. А в Бэтмене тебя бьют, даже если стоят. Тут эта игра уважает. Так, сегодня мы закроем все концовки Зенобии, вот. Постараемся, по крайней мере. Я кофейка бахнул с бутиками. Захотелось зефира. Внезапно Ренату захотелось зефира. Классно. Так, все, камень нашли. It was a stone of the purest blackness. It reflected no Обожаю light, этот камень. like a void made solid. Nervous, he picked it up. Who said that? It was the stone. Eager, thirsty. Маршмеллоу, ага. Нямка. На костре очень вкусно я делал. That seemed tempting and terribly wrong. Zenobia was the Emperor's greatest general and a potent witch. But they had been close once. And he had a sneaking suspicion the gem would try to control it. Ты выспался, Влад? Why not capture the Или ты еще не core of спал? Sky Ripper instead? It was the eye of a lost god torn out by the transcendent emperor to power his greatest weapon. It's the core, said the stone anxiously. But even though Renato knew how evil the gem was, he had Эта концовка сразу смерть. dealing with it. Спасибо Яре и Мише, которые мне посоветовали туда пойти. Why was he listening to a talking rock? Ah, but the rock had a point. If the stone could truly turn him into a powerful warrior, he could defeat the Emperor with the very weapon the wicked old toad had sought for himself. To be a hero, Ебят на костре только маршмеллоу. sometimes. Ебят. When they've become enemies. Влад, я это заскриню. Я не могу, подожди. Так, подожди, это надо заскринить, сорянчик. Ебят просто, это сильно. As he placed the impossibly black crystal in his gauntlet, Renato had a sudden vision. Charred fields Всё. covered in dead ravens below a Цитаты black великих sun. людей. Was it the time of the lost gods before the transcendent emperor? Was it the future? It whispered. Мои зрители не такие, они ебят что захочешь. He could feel the stone's hunger for Блин, а что ты хотел написать? Что ты хотел? Тифлинги ебят. Что это за слово? Не жарят же. А, едят! Едят на костре только. Я думал, что за ребус. Едят. Тифлинги едят на костре только вошел.
Я понял уже. Спасибо. Спасибо, Влад, что проснулся. Мне очень приятно. Сейчас, секунду. Блин, спасибо, Влад, за хорошее настроение. Так, все. Поехали. Дальше. Блин, Владушек, спасибо тебе. Так, ну мы не будем убивать сейчас Зеноби, мы ее спасаем и щадим потом. Нам надо, кстати, в Нексусе одну бумажку поднять. Да-да-да. Юля тоже легко заменяется. Даже без Т9. Ну, это не Т9, это автозамена. Я подушню. Т9 только на кнопочных телефонах. Это типа не автозамена, это конструктор слов. Мне нравится, как он открывает двери мечом. Это очень круто. He couldn't do worse with Zenobia than he'd done with the core, could he? Можно... Gogglers. Renato hated gogglers. It was almost impossible to sneak past them. If one didn't spot you, another one would. Ой. Прикольно. Походим чеглазом. Фигня. Zenobia was waiting for Renato. She was alone, confident as always. Fire danced at the tips of her claws. Are you here to surrender? She seemed as cocksure as he felt. But she didn't know he had the stone. And I've missed you too, love. He chuckled. She spotted the stone and bolted without another word. Погоня, погоня, погоня. Ох, блин, ударила взрывчатка меня. Жалко, ладно. Finally, Renato caught up to her. He had never seen her scared before. At school, she'd been the determined, brave one. Now her eyes were wide, frightened. He didn't like seeing her this way. Kill her, whispered the stone. You cannot win your rebellion without it. Please. No, said Zenobia. Not that way. Oh, they had been so close once. Could he really feed her soul to his demonic gem? But if he spared her, he would not get the full power of the stone. Oh, how could he be the hero he wanted to be? Мы щадим. Теперь, когда она была в его власти, мог ли народ убить ее на самом деле? Они были близки однажды в молодости, он мог пощадить Зеноби, но он сомневался, что она просто
Бросься в его объятия. Reynardo hesitated. Zenobia was his greatest enemy. She was the Emperor's daughter and his greatest general. And the single person Reynardo least wanted to remove from this world. Especially that way. She was holding her arms out before her, hands fluttering, fending him off with hopeless urgency. Nope. She was weaving a spell. He couldn't move. This thing is evil, she said. She slid the Iblistone out of its slot in his gauntlet and slipped it into a bag. Maybe we can learn from it. She eyed him with a strange, wry, apologetic look. I missed you too. And before he could move again, she was gone. Learn from the Iblistone? What did that mean? Would she take it to the palace or to the observatory on the Nexus? If she thought it was evil, she wouldn't want it in the palace. And, after all, it was evil, wasn't it? Maybe I can outrace her to the observatory, thought Reynardo. Cats can run faster, but foxes can run longer. Так, нам будет встретиться с советом потом. Блин, ни разу совет не горел. Он вообще... Есть такая концовка, где совет будет гореть. Так, на Нексусе есть одно место, куда... Секретное, короче. Reynardo felt a little sick. Ever since Zenobia had taken the stone from him, he'd felt an ache that wouldn't go away. He missed it. He wanted it back. He needed it back. Why hadn't he killed her when he had the chance? She was the enemy. He hadn't even seen her in 14 years. Why had he hesitated? You were a sucker for an empowered woman. Reynardo kicked himself. Don't make that mistake again. Так, где-то здесь должен быть тайник. Или тут, или не тут. Не, не тут. Ну где-то надо не провтыкать тайник. Там последний манускрипт, который я хочу открыть. И дальше будет. Ой, сколько воронья! Хорош. Всем по жопке написал. Так. Тут нет скрытых путей вроде бы как. Вроде бы нет. Zenobia thought the stone was evil. Was it? Well, yes, but he still longed to have it back. He'd felt so good killing ravens with it, and yet he'd felt unclean ever since he'd touched it. She confused him. She'd made him want to be a better fox, and then she'd abandoned him, never telling him she was the Emperor's daughter, never contacting him since. Well, who was she to tell him the stone was evil? Так. And while he was trying to recover the stone Zenobia had taken from him, the Imperial fleet was tightening its grip. He might fail to save the rebellion, and it would all be her fault. Reynardo felt a burst of outrage. Not only had she stolen his gem, she'd also stolen his scientists. Sure, they were neutral, but they had helped him discover what the Emperor was up to. They were supposed to be helping me. И как? So unfair. Как туда попасть? Хоть убейте, я хз. Какая-то кнопка должна быть где, но я не видел нигде. Жесть. Я тупо не знаю, как вот сюда попасть. Есть кнопка откуда-то ведущая. Может, с другой миссии, как бы, хотя... Блин, наверное, еще есть возможность на Nexus. Но я не понимаю. Вон там есть, вон. Ну вон же. Может, как-нибудь. Как перелететь? Ну куда?
куда? Ладно, пофиг, жгите меня. Ну нигде нет. Нигде нет. Блин, ладно. Ну это классно бегает с мечом по земле, мне очень нравится. Ох ты ж! Хорошо, отбился. Хорош. А еще не все. На! Гоните мне. Так, тут может быть тайник? Нет, ну тут нет ничего. Блин, как же туда попасть? Ну все, мы сейчас улетим. Блин. Никак. Хз, короче, единственный манускрипт, который... Или может я его уже читал? Может надо дверь было какую-то открыть? Может я его уже читал? Просто мне... Блин, короче, не знаю. О, кстати, обсерватория жива. А, точно, это же сейчас будет смерть. Не-не, ладно, ну ничто не прочитаем, ладно. Ну, мне кажется, он The читает. scientist's toes were pointing arcane instruments at the stone and looking at it through prisms and reflections. Mine, said Renato as he took back the stone. We need it for science, croaked the toads. So he killed them. He felt better immediately. Smarter, too. I thought you'd never come for me, whispered the stone. Then, a far-speaker toad croaked, and something like Zenobia's voice. Leonardo, leave the stone with the toads. It will swallow your soul. You'll kill everyone you love. That did seem vaguely familiar, but Renato had an army to lead, an empire to bring down. Идем скушать империю теперь. Убей телепата и веди повстанцев к победе. Зновия, приемная дочь императора, величайший из его генералов, предупредила Ренарда, камень повредит его душу. Должна быть это ложь. Наверняка она бы солгала. Она должна была остановить его, чтобы он не смог вести повстанцев к победе. Да, он должен направиться на базу станции и победить в этой войне. Whispered the stone. It was right. Wasn't Zenobia the Emperor's greatest general? Wasn't Renato fighting for the rebellion? Of course she wouldn't want him to have it. Wouldn't you make a better emperor than Isaac III? Added the stone. You know what? I would, thought Renato. Or maybe he said it out loud. He would go see the council and lead their armies to victory. All he had to do was call them on the far speaker. Damn. Well, wouldn't they be surprised anyway? Телепата-то убили, да? Прикольно эти связи по телепатам. Вообще мир прикольно продуман, мне очень нравится. Такая простенькая, но очень крутая. Ой, немножко не выспался, но ничего, держимся. Ah, the ruins. Renato had come there as a kid when it was still the fabulous city of Ubar. Before the Emperor's ravens had come to pillage ancient books from its library and destroyed it. Now the rebel council lay hidden underneath the ruins. And between here and there, all these ravens to kill. They deserved it for what they'd done to the city. And the faster he could kill them, the more of a rush they gave him. Ой-ой, блин, ударила. Взрывающаяся фигня ударила. Funny about librarians. People thought of them as fussy clerks who shushed them for talking. But the librarians thought of their books as sacred, and themselves as priests in a temple of knowledge. Who knew they were willing to die to protect it? Всех библиотекарей убили. Ужасно.
tried to be nice to Zenobia, not killing her and all. But what did she do? She stole the gem from him, made him kill all those scientists. Next time she'd see. Whispered the stone. Ravens? Renato knew how the stone felt. Each raven he killed gave him a little jolt of pleasure. But he could only kill them so fast, and the pleasure wore off too quickly. Hopefully soon he would face a more powerful adversary. Yes, whispered the stone. The more power your enemies, the more power I give you. I will make you emperor. But not with a bunch of mangy ravens. Long stairs. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far, so good. Рубим, 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 рубим. Я, кстати, хочу, Бэтмена пройти, на самом деле. Трилогию. Я проходил Arkham Asylum и City. City на 100% прошел, еще когда не было трофеев. Вот. А Asylum, представляете, у меня на 97% загадок Ридлера, то есть вот я все открыл, 97% был, и у меня крашанулся сейф. Боже, это так грустно было. У меня вылетела игра, и сейф, короче, закрашился. И я такой, нет. И осталось рубленые котлетки, да. Вот обидно, я так переживал из-за этого потом. Вот, Arkham City я прям прошел. Единственное, что мне пришлось, наверное, раз или два заглянуть. Один раз в гайд, потому что я не понимал, как вопрос достать один. За остальными иногда даже сидел очень долго, но мне прям очень хотелось сидеть. По-моему, это у Расуль-Гуля Гуля в канализации этот был вопрос. Я прям обожаю. Еще очень классно. Вот. А я без платины просто их брал. Потому что кайф. Единственное, мне проспойлерили конец Arkham Knight'а. Это очень грустно, если честно. Причем Stop Game мне проспойлерил. Я смотрел свою игру у них. И просто бац, и спойлер, я думаю. Ну в целом все равно буду играть. Пофиг. Спойлер. Прям хочу. Вот я Origin играл, не от Rocksteady. Rocksteady и Bibo. Короче, и мне не понравился. Ну, он прикольный, но что-то я подустал, и в конце на Блэкбейну идти. И я такой, все, надоело. Вот. Но трилогию Arkham Knight'а, оригинальную от Rocksteady, я очень хочу пройти. На платины повыбивать. Прям. Мне и боевка очень нравится, и антураж, персонажи. Все очень круто. Вот. Сейчас продолжим. Так, значит, у нас новые диалоги здесь появились про то, что Рейнардо в баре рос. Да, да блин, классно вообще. Про Бэтмена игры очень крутые. Сейчас, секундочку.
Так, сейчас я немножко отвлекусь и продолжим. Вот. Поэтому да, я очень хочу Бэтмена. Посмотрим, я выделю, наверное, время и пробегу все Бэтменов с удовольствием. Они все равно есть все. Сейчас, подождите, я прослушаю голосовое, надо прослушать. Ну там прикольно Джокера показали. Не, ну она прикольная, да, ну почему-то... Секунду, чатик. Так, сейчас, секунду. Так, как у вас дела? Рассказывайте. Так, сейчас просто немножко отвлекает. Кто второй? Расскажите.
Привет, привет, Яра, сейчас продолжим стрим. Немножко отвлекаюсь. Сейчас пообщайтесь, сейчас. Нормально, Ярочка. Сейчас.
Сейчас, ребятки, я тут немножко отвлекаюсь. Сейчас. Хорошо, что Яра пришла, что Влада скучно не было. Блин, у меня телефон не заряжается, блин. Была хорошая зарядка, и она сломалась. Ладно. Так, ребят, все, я вернулся, а то надо было кое-что порешать там. Одну проблемку. Стражи лесоруба. Так. Если бы не дорога в облака. Да. Государственная песня в Телеграме, я просто не знаю. Яро, 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 а ну соберись. Выпьем с тобой что-то горячительно. Выпьем на следующей недельке с тобой по стаканчику кофе. Я думаю, соберемся, пойдем, кофеек. Кофеечек для рывочка. Кофейка для рывка. Так, все, давайте, ребятушки. Все, Яра, мы прошли еще 2 раза ночью с Владом. И вот сейчас проходим. Прикольные концовки. Вообще, на самом деле, столько нового, даже вот сейчас новое.
Мне очень нравится. Так, мы сейчас пройдем и следующее начнем. Я тоже, да. Отлично. As he reached the secret entrance, he was shocked to see Zenobia talking with the council. Ого. She bore a white flag. Whispered the stone. Kill them. What are you doing here, love? Bernardo demanded. Come for the brown muffins? She's worried about you. Croaked the council speaker. We all are. You're not yourself, Zenobia said. Before they could get into the rest of the intervention, he leapt at her. Unfortunately, the council speaker blocked him, so he slew her and the other council members. I'm not giving up, cried Zenobia as she darted off into the ruins. I think I just killed the entire rebel council, said Renato. See how much power they've given you. But they were on my side, weren't they? No one is on your side. Никого нет, кроме меня. He set sail for the fleet. There, at least, there would be enemies to kill. Все. Сейчас мы развалим лица. Костю с кофе. Unless that was the Iblastone talking. He could never be sure. Anyway, who needed other rebels here? They'd only get in the way. A true hero fights alone after he's got all his friends killed. После того, как убьет всех своих друзей. Понимаю. Так, Влад, я делаю твои скрины, все. Сегодня Влад поднимает мне настроение просто своими опечатками, я не могу. Я просто угораю. Это угарчик. Я не могу, Влад. Это нечто. Эти перлы твои, кофе с Костей. Да, ты записываешь, я скриню, все. Контора пишет. Так, сейчас чуть еще отвлекусь. Ребятки, вы молодцы.
Сейчас будем продолжать чатик, извините. Кто-то даже вышел, не выдержал, что я тут сижу. Но я хотя бы вас не покидаю, все хорошо. Сейчас чатик, все, я заканчиваю. Ну что, все, ребят, поехали, а то все ушли, блин. Так, кто? Так. А ну, Яра, возвращайся. Третий зритель, вернись. Влад, вернись. Кто? Меня просто отвлекает. У меня завтра дело есть на вечер, и надо было выяснить, типа, ну, по поводу встречи. Вот. А то, да. Но, все. Так, погнали. Хуй. Блин. Жалко, нормально не выспался. Так, смотрите, у нас есть камень. Все, мы валим всех. О, левел, кстати, дадут. На. На. Сейчас, по идее, будет левел. Интересно, как мы сейчас умрем? Да, левел, отлично. Хорошо, вдохновляемся. Так, а мы сейчас будем еще раз умрем. Да, Ярочка, ты молодец. Так, а мы сейчас узнаем, что будет. Это 6-я концовка, по, ну, номер 6 точнее. А так где-то 11-я, по идее. Ой-ой-ой, отбился, прикиньте, по кругу. Ой, какой же я хорош. Ой, я хорош. Ой, хорош. Хорош. Как? Ширка. Звучит, как будто бы никнейм наркомана какого-то. Макса Ширка, знаешь? Дениса Кокаинщика. The world was so beautiful. Everything was glowing, breathing, alive.
except, okay, the ravens he'd killed. But the wind was alive, like a million fingers caressing his hair. He'd never felt so powerful. He'd never felt so sexy. Sexy. Somewhere down the path would be the Emperor. Renato would slay him, most powerful man in Erda. And the Iblis Stone would give Renato all that power. And he would be Emperor. And then he would set everyone free. Кого он освободит? Уже некого будет освобождать. Уже некого будет освобождать, Рейнарда. Акстись. Блин, ударили гады. Так, ну что, финалити. Готово. Все. Кокс Миллер. Как доктор Кокс с клиники. Ну что, смотрим, как мы умрем сейчас. Интересно, как мы умрем сейчас. Что нас убьет? Опять Иблис или нет? At last, he was face to face with Zenobia. She was still unarmed. No fire crackled from her claws. Excellent. Kill her. Whispered the stone. He raised his sword for the killing blow. Is this what you really want? She asked. Or is it what the stone wants? Think of the power. Insisted the stone. I don't want to kill you, he told Zenobia, his arm still raised. I know. But he could not put the sword down. It wants blood, he told her. I know. Help me, he said. She stabbed herself. Take my blood, she said. No, you mustn't. Cried the Iblis Stone. Oh no! Why did you... He ran to embrace her, and she plunged her bloody dagger into his heart. Why? He said. We'll be together in the halls of the valiant. Блин, классно. She said. I love you, he said. Thank you. And the Iblis Stone screamed. And then it began to glow. It burst into flames. It burned like an ember. And then it was ash that blew away in the wind. And Zenobia and Renato died in each other's arms. Блин, крутая концовка. Oh, again? But he already had all the secrets he needed. He was sure of that. He must have not used them the right way. What was the best, worst mistake? Блин, круто, круто, мне очень понравилось. Прям так Ромео и Джульетта такие. Traitor Lapino. Блин, круто. Беги, Зиновия, беги, отсылка, кстати. Блин, классно. По сути, они уничтожили камень и умерли, и мир, ну, спасен. Ну, почти что спасен. Но факт то, что камня нет. Ну, это интересно. Интересная очень концовка. Прям классно. Она себя убила. Он сказал, наконец, что он ее любит в открытую. Это очень мило. Мне понравилось. Это одна из немногих милых концовок, которую я видел. Очень трогательно.
Так, новая история завершена. История 6. Беги, Зенобия, беги. Что ты за герой? Герой, который сражается в одиночку после гибели всех друзей. Так, хорошо. Это Зенобия. Почитаем. Вот. Так, камень Иблиса в обмен на королевскую кровь он сулил великую власть. Это означало, что надо убить Зенобию, дочь императора и бывшую подругу Рейнарда. Она видела, какие страдания приносил ему самоцвет, овладевая его разумом. И пусть ей была отведена роль врага, она не оставляла попыток вызволить его из плена камня. В конце концов, когда над ее шеей был занесен меч, Зенобия вонзила кинжал себе в грудь. Изумление прояснило на миг разум Рейнарда, он перестал защищаться, и тогда она его заколола. Они тонули в крови, а самоцвет тем временем распадался. Во имя любви Зенобия принесла наивысшую жертву. Блин, мне так нравится. Изумление приснило на миг разум Рейнарда, он перестал защищаться, и тогда она его заколола. Они тонули в крови. Блин, классно. Такая очень... Они тонули в крови, а самоцвет тем временем распадался. Во имя любви Зенобия принесла наивысшую жертву. Спасибо, Зенобия. Так, пошли дальше умирать. Так, начнем с каркаса, соберем ядро. Ага, все. Такая концовочка достаточно стандартная. Сейчас будет. Собираем ядро, каркас ядро, уничтожаем ванпост и идем помогать повстанцам. Все. Такая стандартная экшеновая завязка. Ни шага влево, ни шага вправо. Никакой любви, ничего. Чисто воином сейчас будет. Да, так и есть. Только эта сказка постоянно меняется, потому что герои узнают правду. Потому что это день сурка. Рейнардо вместе с нами узнает, появляются новые дела. Говорит, видишь, иконки, это мы узнали правду. Блин, жалко, что я не выспался. Вчера я это классно поспал, а вот сегодня что-то... Ну, я стримил почти до 5, то есть я это вначале что-то так уснул. Просыпался еще в 9, наверное, проснулся первый раз, потом 5. Немножко уставший. Помятый. И чё? Дезлуп, да. Надо будет Дезлуп тоже, кстати, поиграть. Там несложная платина. Там тебе не борясь. The transcendent emperor had buried its pieces deep. And then, this emperor's horrific sacrifices had brought it back to the surface. Bernardo wasn't exactly sure how to use the legendary weapon. But surely, there must be some way to do it without provoking another catastrophe. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the earth? It was more than Bernardo could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. As he set foot on the island, Bernardo couldn't help feeling a bit curious. Was Lapino still waiting to be rescued? Пьет ли кролик шампанское, а вороны? Drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Bernardo felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Bernardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. Так, надо найти статую и вкачать левел. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Успел. Could he stick with it? А где выход? А, вот. Caught the ravens. Звериный туз. Так и есть.
That had been his mistake before, trusting his old friend Lapino, who'd been through so many battles with him and shed so many heartaches, who he'd rescued so many times. What was up with that guy anyway? Так, ну это я читал, по-моему, да? Да, это я читал. Прикол. А если я бы не имел этот, то все, типа, до свидания? Прикольно. Renato was looking for a big chest. Wait, that didn't sound right. А нет большого сундука. Прикол. А, вот он. Кстати, лишние бои — это круто. Это опыт. Бой. Эй, а куда? Who are you looking at? Oh, right. No one. Эффектно все разваливаются. Так. О, статуя, отлично. Так. Сколько нам левелов осталось? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19. Охренеть, 19 левелов еще, ё-моё. А истории не так много-то и осталось. Не, ну в принципе, да, но качаться еще придется. There it was. Skyripper's armature. The stuff that dreams are made of. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How was it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Skyripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? Не, никаких He любовных didn't need линий. to hurry to face her. Мы идем валить She would лица. find him. Мы идем валить лица. It was a no-brainer. He'd sacrificed his old friend Lapino to get the armature. And the armature was useless by itself, only a series of coils and wheels. War demanded sacrifices, and he would make more before the end. He would have to choose the greatest good, no matter how much it cost him. Zenobia. Well, he would see her sooner or later, across a battlefield or a sword's point before all this was over. He was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. Ядро будет убивать врагов, кстати, помогать. Это удобно. Блин, уже жду не дождусь, когда Сифа начнет. Doubt sunk in before he was even out of sight of the Farfarer. Why had he chosen the Skyripper? It was the sort of path he'd always avoided. The path of responsibility, of seriousness. Had he grown up? He didn't feel grown up. He'd made this decision from his gut, like he always did. Somehow, he'd impulsively decided to stop being impulsive. Did that make any sense?
Прикольно. Повзрослел, перестал быть спонтанным. О, свиток? А не, показалось. Да, хорошо. Да, свиток реально. Новый свиток все-таки еще есть. Круто. Читаем. Это я не читал. Так, дорогая Зенобия. Ну, это отец, да. Так, дорогая Зенобия, директор Академии рассказывал мне, как он впечатлен твоими успехами в учебе и лидерскими качествами. Едва ли это был рядовой подхалимаш. Его я повидал достаточно. Старая жаба говорила искренне: дочь моя, я тобой горжусь. Когда-нибудь ты станешь прекрасной императрицей. Что до меня, отличные новости. Профессор Калаверос, изучая Нексус, сделал примечательное наблюдение. Эта жаба настоящий гений. Ты знаешь, насколько уникален тот остров? Он постоянно меняется, порождает новые образования, некоторые части острова сливаются, разделяются, медленно дрейфуют, скованные друг с другом незримыми цепями. Профессор Калаверос убежден, что эти изменения не случайны, не указывают, что острова живые. Он обнаружил, что определенные изменения на Нексусе сопутствуют резким переменам на другом острове. Это оползни, землетрясения, наводнения. Создается впечатление, что Нексус реагирует на эти события. Быть может, острова обладают коллективным разумом, а Нексус — это их мозг? Вот, это интересно. Быть может, острова обладают коллективным разумом, а Нексус — это их мозг. Как бы то ни было, я учредил на Нексусе постоянную научную обсерваторию. Она привлечет лучшие умы Империи во главе с профессором Калаверосом. Я предвкушаю наступление великой эры просвещения в Империи. С любовью, отец. Да, он хотел лучшего, но потом развратился. Подержи мое пиво! Подержи мое пиво, говорит. Я не могу. Это было смешно. Это было неожиданно и очень смешно. Подержи мое пиво. Обожаю эту игру, боже, за ее чувство юмора. Бесподобное просто. Пивной удар, так и есть. А куда? А, все, я понял, откуда я пришел. Прикольно. You almost never saw wild gogglers together like this. The toads had to train them not to peck each other to death. So these had to be imperial gogglers. That meant ravens were up ahead. There were fewer and fewer trees. There were only these huge crystalline growths. Had those been here before? He no longer heard birds except for the feverish cawing of the ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest. The mice and rabbits. Where had they gone? And he was getting hungry too. This was an unhealthy place to be. The thing about puzzles was, once you solved one, you knew how to solve it again. Puzzles had no, what was the word? Replayability? Renato wondered if you could design a puzzle that would be different every time you played with it. Wouldn't that be fun? Ну, да, весело, согласен. Конечно, весело, разные головоломки. Так, ну что, давайте Б. Все, идемте. Уже пора забирать. Забираем ядра. The 20-sided core made him feel physically sick. Once he had sneaked into a temple of the dark arts, and he hadn't liked what he smelt and saw there. This
felt like that. As quick as he could, he wrangled the icosahedron into the armature. The wheels began to spin, then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. He had lost good friends for this war apparatus. Maybe Lapino wasn't such a good friend. Yeah, that made him feel better. He carried his prize back to the Farfarer. Now, he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon, he could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an Прикольно, что вначале, когда мы играли, чатик выбирал варианты, и мы не знали еще ничего, это было круто. Сейчас уже я закрываю, как бы все, мы уже все знаем. А вначале было прикольно, что мы там сперва вообще про оружие узнали, думали, что Лапино типа не предатель, так было грустно. Вот, мы так выбирали. Вообще, знакомились с игрой, это было очень интерактивно и классно. Вот, ну и сейчас тоже. Так, нет времени на разговоры. Ну да, такой аванпост. Нет времени объяснять, а такой аванпост. Небрез был завершен, супероружие могло бы покончить безумство Императора. Сработает ли оно в критический момент? Может, нужны полевые испытания? Имперский аванпост на Нексусе был идеальной целью. Renato had never been much of a student. At Swordfu School, he'd never read the books, just looked at the pictures. And Zenobia. But weapons he understood. His gut told him that the Skyripper would work great. He would use it to take out the Imperial outpost. And what's the worst that could happen? The thing wouldn't work, and then he'd take it to the scientists, right? Renato actually could think of a few things that were worse. But he would make sure they didn't happen this time. Right? Exactly. Походу, мы опять вселенную уничтожим. Зная Рейнарда, как в этот раз мы уничтожим вселенную? Так, ну что, погнали. Nexus Pexus. As he set out down the path, Renato wondered why the parts of the Skyripper had only surfaced now, thousands of years after the Transcendent Emperor had discarded it. This Emperor, Isengrim III, had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Perhaps that was bringing up lost artifacts. How perfect, then, that the Skyripper would reappear to be his destruction. And, hopefully this time, just his destruction. Прикольно, новые диалоги. Бир-хит, бир-панч. Пивной удар. Топ-удар за свои деньги. Так, надо тайник найти, чтобы это не стало. Тут нет тайника, окей. Тоже нет. Kill the rebel! Caught one, Raven. Eat the rebel! Caught another. Убить повстанца! Крикнул один ворон. Съесть повстанца! Крикнул другой. Съесть, конечно, привлекательнее, согласен. Так, блин, ну тут нет никаких скрытых туннелей. А может скрытый туннель, если вот так идти? Фиг знает. Не знаю, короче, может быть и там. He was tired of slaughtering ravens. Maybe it was time to test out the new weapon. He turned a knob on the Skyripper. It made strange mechanical noises. The wheels spun faster. It began to hum.
The Sky Ripper was following his every step. At least it acknowledged him as the master. But there was no trigger. How was he supposed to fire it? Fire, he said. Nothing happened. Well, maybe it just needed to warm up. After all, it hadn't been fired in thousands of years. Так, все, аванпост. Вот. А вот и next, этот, точнее, неборез просто фигачит всех. Все, готово. The Sky Ripper was making a whining noise now, and its wheels were spinning so fast he could no longer see them. Renato had a thought. Please? He asked. The Sky Ripper began to glow. Boom! The outpost burst into flame. Ravens flapped out screaming, wings on fire. The base was his. The far-speaker toad came hopping out. Renato! It croaked, sounding like a toad version of Zenobia. Don't use the Sky Ripper. It will destroy the world. Yeah, sure it will, cracked Renato. Pull the other one. If you don't trust me, go see Calaveras. That sounded sensible. Why did she always have to sound sensible all the time? Oh, it was infuriating. Of course she would say that. He was supposed to hurry and bring the Sky Ripper to the council so the rebels could actually win the war. But she was right. Не, сейчас мы идем Damn it. уничтожать империю. Мы уже ходили к Калаверосу. Доставить небрез повстанца. Небрез оказался удивительным оружием. Это было время, чтобы праздновать, но потом Зенобия явилась без приглашения. Она утверждала, что небрез может уничтожить мир. Конечно же, вероятно, она лгала. Она была генералом врага и явно боялась небреза. Он должен доставить ее на базу повстанцев и просто выиграть войну. Just this once, he would not let Zenobia get into his head with her logic and her wisdom and her appeals to reason. He was a fox. He'd go with his instincts, and it would all work out like it always did. Oh, he was sounding like a reckless idiot, even to himself. But if there was one thing Renato could never bring himself to do, it was turn back on a decision he'd made. Imperials were flapping and cawing all around the ruins. They must be panicking with rumors flying of the superweapon. Maybe they hoped to find and destroy the base before he could put the Sky Ripper into action. The Sky Ripper was whining and heating up. It would be time to use that energy soon. Hypatia had been the first woman who'd ever tried to convince Renato he was smart. He knew he wasn't nearly as clever as he thought he was. But she'd pushed him to think things through. She had a vision of him that was better than his own. Да, Ипатия вообще умничка. Жалко, погибла. Да. Один ворон, серьезно? Где твоя братва? Вот она. Блин, как же не борец такой крутой. He wondered if the council knew he destroyed the outpost. He hoped so. He was excited. With his super weapon, they could actually win their battle with the Imperial fleet. What was Zenobia talking about? This was a fantastic weapon. Ravens burst into flames with just a touch of its killer beam.
He was tempted to leave it on all the time, but he didn't want to accidentally slice off some council toad's head or tongue. She'd been trying to distract him. Well, this time, no one was going to distract him. Отрезать жабы. Бывает. You blinked. Ты моргнул. Понимаю. Успел. Не умер. The long stairs. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far, so good. Горит. Гори, ясно. Прикольно, так светимся. Рейнардо светится забавно. As he headed towards the council chamber, Renato felt everyone watching him. "You've saved the rebellion," said the council speaker. "Frankly, we were afraid you'd turn aside to save that idiot Lapino." Not bloody likely, Renato told them, feeling he was maybe being a bit harsh on the poor mad rabbit. "If you never make sacrifices," he said, "you're probably not doing the right thing." The speaker nodded. "Are you ready to lead the charge?" "Let's roll," he said, with grim satisfaction. Renato set sail for the fleet. The Sky Ripper had lost its wine. It was humming now, as if it had taken some time to seat properly. He had always been irresponsible. This time, he'd done the right thing, made the hard decisions. He was a real hero. He hadn't let himself be distracted by old friends or old lovers turned enemies. Finally, he could be proud of himself. Поехали. Финал. He was ready. So was Sky Ripper. The Sky Ripper had a will of its own. It picked out its own targets and set them on fire. This was going to be a short battle. He would set the ships on fire if he didn't need them to get to the Emperor. And he wondered if he'd see Zenobia, or if she'd flee. Wouldn't she be proud of him? At least, a bit of respect. He'd become an all-conquering hero. Прикольно. Мы готовы. У Небореза, главное, своя воля, у Иблиса своя воля. Тут у всех предметов, своя воля. Больше воли, чем у многих людей. The portal was heavily guarded. It must go someplace they really didn't want it to go. О, я левел успею добить, отлично. How you guys fix for life? Жизнь застрахована, говорит. Понятно. Надеюсь, застрахован. Pause. There was a parchment on a signpost. It was from her. Every time you fire, you risk the destruction of the universe. That's insane. We surrender. Ого. He'd done it. He'd played chicken with Zenobia and won. He could hear the horns blaring the retreat.
She was wiser than he was, that was for sure. But wisdom didn't win battles. Прикольно. Такого еще не было. Интересно. Типа все, они сдаются? Типа все. Интересно. Интересно. Типа гонка, они отступают. Что будет интересно? To just stand on the device and let it do all the killing for him. But that would be sporting, would it? Or fun? Блин. Читать сложно кодируешься. Вау. Нет этого. Что сейчас будет? И что? А, вот. Ага, мы летим в другое место. Прикольно. А, точно, мы же с небореза стреляем. Отлично, еще левел. Все. Он император. Пока. And there was Zenobia, wearing the white robes of surrender. She came and kneeled before him. Why didn't you listen to me? I was trying to save you too. You're the enemy, he said. I was never your enemy, Renato. And he realized, not for the first time, how much she loved him. Then she spoke a terrible word and made a gesture with her hand. She stopped moving, covered in frost, and he wondered why she'd frozen herself. Then the Sky Ripper froze, and then, for a moment, he felt very cold and discovered that he couldn't move. The next thing he knew, the sun was a giant, monstrously red. It took up half the sky, and he was in a parched red desert. And then he was on fire. Oh, again? Прикольно, сожгли его. But he already had all the secrets he needed. He was sure Круто, of that. круто. He must have Рейдарда known Ньюкем. right away. Ah, Дюк Нюкем. what was the best, worst mistake? Я понял. Probably Типа ядерный взрыв. trusting that traitor Lapino. Красное солнце, это ядерный взрыв в пустыне. Понимаю. Блин, ну прикольно, прикольно. Угу. Очень много отсылок. Да. Это, конечно, жесть. Да, нас тут атомной бомбой убили.
Да, конечно. Племянник подумал, что стрим ведет Егор Летов? Серьезно? Так, скриним. Влад, ты сегодня решил... Так, сегодня это... Скрины Влада. Я ору просто. Разложился на липовый мед. Моя оборона! Передай племяннику привет. О, капец, блин. Мне никто не говорил, что я похож на Летова. Племяннику привет. Сейчас, подождите, ради прикола. Сейчас, подождите. Так. Так. Сейчас. Пластмассовый мир победил, макет оказался сильней, последний кораблик остыл. Нет, подожди, где он орет? О, моя оборона, солнечный зайчик незрячего мира. О, моя оборона, траурный мячик стеклянного глаза. Как он там орет так еще? Траурный зайчик нелепого глаза. Это у меня голоса нет. Точнее, голос есть, слухай. В меня лето вселился, извините. Племяннику сердечко. Так, хорошо. Продолжим. Яра. Ладно, хорошо. Новая история завершена. История номер 7. Рейнардо Ньюкем. Что это за герой? Герой, который не допустит чему-либо помешать его миссии. Так, читаем, что у нас произошло. Кстати, там картинка другая. Интересно. Окей. Так, легендарный небрез Ренардо собрал это оружие и без промедления обрушил смерть на голову врага. Имперцы были в ужасе. Зенобия, дочь императора, предприняла жалкую попытку остановить Ренардо. Небрез может уничтожить весь мир, сказала она. Ха, Ренардо не дурак. Держа небрез подле себя, он ринулся в бой, повергая врага в смятение. Вскоре после этого он встретился с Зенобией, чтобы принять капитуляцию. Это была ловушка. Зенобия правда верила, что небрез угрожает всему миру. Ее заклинание заморозило Рейнарда на миллиарды лет. Вот оно что! Короче, прикольно. Вскоре после этого он встретился с Зенобией, чтобы принять капитуляцию. Это была ловушка. Зенобия правда верила, что небрез угрожает всему миру. Ее заклинание заморозило Рейнарда на миллиарды лет. Пока солнце не превратилось в красного гиганта, тогда Рейнардо сгорел. Прикиньте. Это была ловушка. Зенобия правда верила, что небрез угрожает всему миру. Ее заклинание заморозило Рейнарда на миллиарды лет. Пока солнце... Блин, это мега круто. Это эпично. Это вот как разрыв вселенной. С небрезом все эпичные концовки. Прикольно. Я правда верила, что небрез угрожает всему миру. Ее заклинание...
Ее заклинание заморозило Рейнара на миллиарды лет, пока солнце не превратилось в красного гиганта. Блин, кайф, мне очень понравилось. Так, 7, 5, 6, 7, 8 концовка идем. Так, ищем каркас. Так, каркас ищем. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Renato knew that using it could go catastrophically wrong, but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Опять за каркасом идем. was hidden there. Сегодня мы за каркасом It ходим. was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. За каркасом. To take its power without surrendering to its wickedness. Прикольно. Медленно, наверное, проходим. Friend Lapino needed rescuing. А в конце мы пойдем за правду. Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. And he had a gut feeling. Будет классно, когда вот мы сейчас все плохие концовки сделаем и в конце правду откроем. Every child knew about the Sky Ripper. The transcendent emperor had buried its pieces deep. And then this emperor's horrific sacrifices had brought it back to the surface. Renato wasn't exactly sure how to use the legendary weapon. But Вы вместе стрим смотрите с there ним? must be some way to do it without provoking another catastrophe. Had he somehow summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the earth? It was more than Renato could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. Выезжаю на As he set заказы. foot on the island, Обращайтесь. Renato couldn't help feeling a bit curious. Was Lapino still waiting to be rescued? No. He was probably их drinking двое, champagne ничего with the себе. ravens. И уже Летова знают. Ravens drink champagne. Мое почтение. Did rabbits. Renato felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Renato never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Да, буду смотреть. Гражданская рода. Моя оборона. Я дед. Летов переродился во мне. Эй! Быстрее. О, вообще круто. Сколько сестре лет? Я так понимаю, где-то около 30, да? Ну, блин, классно, что у тебя есть сестра. Я рад, что вы с сестрой близки. Это классно. Я тоже ближе. Больше с двоюродным братом и троюродной сестрой общался. О, прикольно. When he was still a thief, Renato had always been attracted to the women with the biggest chests. No, that's not what I meant. To rob.
Прикольно. Я не знал, что эту дверь можно до одного прохождения, что можно любым мечом открывать. Ой-ой! Renata was dead tired. Рената смертельно устал, а потом и вообще умер. Обожаю. Я просто умирать здесь можно чисто ради комментов только. See? That wasn't so hard. О, новый уровень. Так, увеличить максимум... О, выносливость. Плюс одна полосочка, да? Теперь можно чуть больше двигаться. Ого, я аж в дверь зашел, она еще не открылась. Так, берем каркас, а потом к Зенобию идем искать. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How is it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Sky Ripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, воздух, ты где? there was Не чувствую another воздух. island А, he could reach. я знаю, что воздух нет, у меня балкон Zenobia закрыт. had just Другой. invaded it with her father's Сейчас я raiding вернусь, island. чатик. Балкон открыт. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Все, балкончик. Вот вчера такая холодрыжка была, а сегодня прям нормис. Нормик. Нормалдышка. Так, кстати, хорошее решение было ТГ сделать. Вообще сделать ТГ, во-первых, а во-вторых, ссылку разместить на стримчике. Люди потихоньку видят, заходят. Не надо в описание ходить. Просто увидели, зашли. Это очень удобно. Так, ладно, мы идем Зенобию искать. Потом с ученым и Зенобией. С ученым и Блин, классно, что концовки, не только концовка отличается, а еще и пути, какие-то новые диалоги появляются, лор. You wanted to see her, wasn't it? It had been a dozen years since Swordfu School. He'd followed every rumor about her, every scrap of news. Начало, само собой, понятно, одинаковое уже, но вот дальше тусуется очень круто все. Solely because know your enemy. All right, maybe he should stop pretending. He knew exactly how she felt about it. But their love affair always ended with a tragic death. Unless... Maybe he could find a way to dodge tragedy. Surely he could. Блин, Couldn't he? кот учуял, что я выходил. Сейчас будет концерт имени Оскара Уайльда. Да, это классно. Медленно, наверное. Ну, хотя вот Санек заходил, Миша заходил, сейчас не заходит, что-то. Школа, видимо, у деток. Может, на Сифу придут новые люди. The market. It was going to be full of gogglers, wasn't it?
Oh, it would have been so much more fun before the war. When the worst thing that could happen to you was getting fleeced by a rug. Да, правильно. Reynardo wasn't entirely sure how he was going to capture Zenobia. She'd be expecting him. And he didn't have Lapino to cook up a clever plan. Ура, у меня есть Why was it again that he hadn't got the куча core? дэшей. Maybe because the results tended to be disastrous. These streets were familiar. The swordfish school was closed now, but he had been down that street 1,000 times. He knew that pub. He knew that alley. He knew the alley behind it. Блин, конечно, пока No читал. wonder Zenobia had chosen to invade this island herself. Ладно. Бонус за урон не получу. Все, идемте похищать Зенобию. Reynardo slinked through Потом к Zenobia's ученому идем. making no sound at all. Where were her guards? Finally, he reached her bedroom. She was curled up on her bed. Oh, he'd forgotten how beautiful she was. How sleek. How soft. He tapped her on the shoulder with his sword. She vanished. And he suddenly noticed he couldn't move except his mouth. In fact, soon he couldn't keep his mouth shut. He told Zenobia everything. Sky River, the Iblastone, even where the secret rebel base was, until he was hoarse. It was some kind of truth spell. A talky truth spell. She called her father by Farspeaker Toad and filled His Majesty in. But why didn't he get the core? Croaked the Farspeaker in something like His Majesty's croak. Because I missed you, darling. Reynardo grinned. He doesn't even know why. Frowned Zenobia. That makes no sense. It's a trap. Shouted the Emperor. I'll meet you at the outpost, and I'll bring my interrogators. If Reynardo came face to face with the Emperor, maybe he could assassinate him. But maybe it would be smarter and safer to turn Zenobia Так, against her стоп. father. А что из них ученый? Так, подождите. Найти каркас, найти Зенобию. Кто писал эти подсказки? Встретиться с учеными. Что из них встретиться с учеными? А, вот. Вот, визит к ученым. Окей, хорошо. Давай. В Габазин. Так, это тоже скрин. Габазин. Так, сегодня вечер. Сегодня день скриншотов. Габазин. Влад там что-то маршмеллоу ебят маршмеллоу. У Яра ходит в Габазин. Габазин, я не могу. Яра, только осторожнее, просто в Габазине там. Габазин. Габазин, боже, как это, как голова просто даже такое слово выдумать не может. Это опечатки просто ценные. Габазин. Магазона. Габазин? Не, я не живу в параллельном мире. Я не хожу в габазины. Оскар, иди в Габазин. Это магазин для котов. Габазин. Габа. Я не знаю, чем... Мне весело. Спасибо, чатик, что веселите меня. Это не опечатка?
смысле? Так, я не понял. Габазин. Нет такого слова. Не... А, нет, стоп. Да, есть. А-а-а. Так, Яра. Прикольно. Рецепторы. Так, это что-то на древнем, короче. Яра что-то на древнем сказала. Так. Переманить Зеноби. Ренардо ухмыльнулся прямо в лицо Зеноби. Неправильное решение Ренардо найти Зеноби после того, как он овладел каркасом небореза, оказалось катастрофой. Но, может быть, он мог спасти ситуацию. Он мог настроить Зеноби против ее отца, он мог предоставить ей доказательства безумства Императора, но им было необходимо нести визитку ученым Нексусу. Он точно знал, что сказать, чтобы она выслушала. What are you doing? Asked Zenobia. Did you ever wonder why the Emperor adopted you? He asked her. She shook her head. He told her. His Majesty wanted to bring the lost gods back. They could make him an eater of souls, an immortal. But to seal his bargain with them, he needed a sacrifice. Someone who truly loved him. She was stunned. Furious. You're lying. Under a truce spell? It's a trick. You can't prove that. Take me to the observatory, and I will. Блин, прикольно, что он до этого не называл его пожирателем душ. Она ему тогда сказала, он запомнил, и это в диалог сейчас вкрутил. Прикольно. Мне это нравится. What kind of proof could you possibly have? She said as they landed on the Nexus. Your father ritually sacrificed a village, and he left witnesses. The scientists resurrected one. Well, it's not really alive, but it can talk. A true witness. She frowned. The dead can't lie. Well, I bet they could. They just don't have any reason to. She nodded grimly. You go on ahead. I don't want the ravens to see me. Давай, давай. Тоже. До встречи. Мы лисята и котята. Не, мы лисята все. Лисята круче. Так, хорошо. Можно делать рывок сквозь противника. Снять время для всех, кроме Рейнарда, при атаке секунду, длительность несколько секунд. Удары броска увеличиваются. Макс энергию меча. О, можно вот выносливость качнуть сразу. Пускай будет большая выносливость. Я до сих пор не знаю, как попасть здесь в секретку. Просто не знаю. Good thing those ravens never use the healing fruit. Ха, прикольно. Это хорошо. She caught up with him. Don't you think I'd know if my father wanted to invoke the lost gods? Would he tell you? No. Would you help him? No. I'd burn his books. Why'd he adopt a stray cat? You don't ask a thing like that. No. Not when there's no good answer. She said, her whiskers twitching. Блин, прикольно. Даже диалог здесь другой. Даже такая вот мелочь, она другая. Это прикольно. Уже нет все параплатформы, давно диалогов.
закончились тексты. The scientist at the observatory had a true witness to one of the Emperor's blasphemous rituals. The dead could be made to speak for a short while. Interestingly, they could not be made to lie. After all, what do they have to lose or gain by lying? Ну, блин, все больше и больше новой информации. Ну вот и как? И как? Ну никак же нельзя попасть туда. Офигеть. Это просто загадка дыры, серьезно. Стоп. А вот это что? Нет. Не, нигде нет. Не, я не знаю, как туда попасть вообще. Даже ни единой мыслячки. Кислячки. Тупо... Так, ладно. Я хочу глянуть. Мне прям интересно, как попасть... Все тексты, stories, pass of Destinies Child. Так, страница книги. А, нет, это не то. Оскар, иди домой. Нет, это не то. Все письма давайте. Все письма. Так, all letters. О, scroll guide есть. Ща. Nexus. Так. Is the only lesson on road of the observatory? Meeting the science. Да. Вот. Ага, так, стоп. Тогда мы выходим. Сейчас. Так, стоп, есть еще один текст. А, ну это я читал. Ну, то есть, по сути, здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. А мы прочли не 9. Ладно, причем только вот это и все. The scientist resurrected one. Well, it's not really alive, but it can talk. A true witness. She frowned. The dead can't lie. Well, I bet they could. Идти просто на север. They just don't have any reason to. Просто на север. Короче, вот мы сейчас летим и идем на север. You go on ahead. Все, окей. I don't want the ravens to see me. Ну, откроем этот. Если что-то пропустили, пофиг. Но мне хочется вот прямо этот открыть и все прочитать. Потому что я его вижу. Хотя, может мы и все прочитаем. Не, наверное, не все. А, вот. Сюда. Вот. Боже, я этот путь постоянно провтыкивал. Все было изи. Вот, я этим путем не ходил, потому что у меня не было меча, а потом мне нужны не было в руде, и поэтому я не ходил. Все, супер, нашли. Супер, почитаем новый текст.
Вот он. Отличненько, ребятушечки, читаем. Так. Интересно. Это точно читали. Так, Догмат. Догмат о трансцендентном императоре. Это, кстати, Дэвид Линч, держу в курсе. Так, Догмат о трансцендентном императоре, последнем божестве, попиравшем небо, известен нам со школьной скамьи. Он якобы знал злобных богов древности и даровал нам само время, но под силу одному человеку, сколь бы ни был он божественен, сотворить нечто столь замысловатое, как время. У меня есть одна теория. Я полагаю, что время — это не дар, а проклятие. Я убежден, что законы мироздания раскачивают словно маятник между порядком и хаосом. Трансцендентный император покончил с хаосом и положил начало эпохи, в которой мы живем, эпохи причин и следствий, фактов и логики. Время просто гобелен, на котором проявляются эти законы, и оно порождение спутника порядка, энтропии. Но в эпоху хаоса, во времена древних богов, восприятие перевешивает факты, эмоции способны формировать миры, а время не действует более. Эпоха порядка завершается, я просто способствую неизбежному. Энтропия повержена, путы судьбы разорваны, близится конец времени, и я принимаю его с распростертыми объятиями. Тайный дневник императора из Ингрима III. Козлище. Так, а куда мне кинет, интересно? Так, стоп, нет. Ну все. Назад вернулась? Серьезно? Ну ладно, придется всю локацию проходить. Я думал, хоть сократят меня. Сократят, господи, путь сократится. Взяли меня, сейчас со стрима уволили. Ну все, ребята, меня сократили, извините. Понен, пинен. Ай, блин, как меня ударили. Черт. Ладно, не страшно. Слушай, Влад, а в Паучке же боевая система как в Бэтмене, правильно? Типа надо там контратаковать, вот это, как я понимаю, да? She caught up with him. Don't you think I'd know if my father wanted to invoke the lost gods? Would he tell you? No. Would you help him? No. I'd burn his books. Why'd he adopt a stray cat? You don't ask a thing like that. No, not when there's no good answer. She said, her whiskers twitching. Ну, я буду... Хочу Паука. Я вообще обожал Паука с детства. Люблю вот Бэтмена и Паучка. Но Бэтмена намного больше, конечно, но Паучка тоже. И когда он выходил, у меня было, ну, не то что возможности. Я хотел, но... Блин, тогда у меня дочка родилась. И было не до этого. Не до Паука. И вообще не до игр. И я его пропустил. With all the secrets he revealed to the Emperor, the Ravens were probably heading for the secret base. Renato began to wonder if there would be anyone left to save if Zenobia changed sides. А, я все-таки попал, гад. Ладно. Ай, по мордасу. Блин, в этом прохождении левел, походу, я не набью. Да. Не хватит, наверное, опыта.
Блин, то есть не за каждое прохождение я левел получаю. Вот плохо, что придется потом фармиться еще. Ну, фармиться еще можно без стрима будет. Так, все, лаборатория сожжена. Лаборатория, обсерватория. The observatory was a burning hulk. Dead scientists and black feathers everywhere. The ravens had burned the reanimated witness to cinders. Renato was stunned. There goes my proof. These were scientists, not rebels, Zenobia said, upset. Why would he do this? I don't know. Let's go to the fleet and ask him. Yes. I'll meet you on the mountains. There's something I have to get first. But could he afford to meet her in the mountains? He'd given the Empire the location of the secret rebel base. They would need rescuing. Так. Так, куда мы идем? Встретиться с Зенобией снова. А, все, значит, отлично. Сюда мы еще не ходили, кстати. Новый контент полностью. Ну, то есть сюжетный. Так, встретиться с Зенобией в горах. Ренардо наконец обратил Зенобию против ее приемного отца императора, но база повстанцев все еще была в серьезной опасности из-за того, что он проговорился о всех секретах повстанцев. В чем бы ни была замешана Зенобия, он слишком был жил, чтобы оставить ее на собственных хлебах. Может быть, он должен встретиться с ней в горах? Why was he going to meet up with her? Wasn't it more important to rescue the rebel council from the almost certain Imperial attack? Why was he in this war anyway? Was it really to fight the good fight, or did he just want to see her again? One of these days, Renato thought, I should really figure out my motives before I pounce. Nah. Когда-то мне надо будет сначала думать, потом делать. Не наша участь. Was it true? Was he on this adventure just to see Zenobia again? The Imperial heir was not an easy cat to see. Well, she'd ignored all his Kwanzaa gifts. And on the other paw, trying to get a date by joining a war against your intended was, let's say, pretty optimistic. But on the back paw, thought Renato, yes, it sounded exactly like him. Good, I'm so glad we had this little chat, he told himself. С одной лапы, с задней, с передней лапы, с задней лапы. То есть, типа, во-первых, во-вторых, что такое, типа, с одной стороны, с другой мы говорим, а он, типа, с одной лапы, типа, с передней, с задней лапы. Оптимистично. Пройти войну, чтобы попросить о свидании. Это мило. Блин, классный. Ренардо крутой. Достаточно оптимистичный персонаж. Long live the Emperor! Called the Ravens. О, нет! Блин, меня ударили эти взрывашки. Ну ладно. Тут опыт не получу. Тут второй просто ждет. Интересно, что же Зенобия хочет забрать? Вот это мне интересно очень. О, тут мертвые вороны. Почему? Ничего себе. Зенобия, наверное, шла. There were a lot of dead ravens along the side of the road. Someone had rampaged through here on a killing spree. What had Zenobia gone to get? He had a chilling feeling it was the Iblis stone. Zenobia was level-headed. A stone
It'd make anyone bloodthirsty. You could tell her style from the flavor of the dead bird. Точно, в первой же концовке она была очень зла. Это был камень Иблиса, точняк. Интересно. Точняк. Все сходится. Она пошла камень Иблиса забирать. Ну, кстати, может быть, левел и набьем. Хотя не, вряд ли. Хотя, может и получится. Не, в принципе, возможно. Короче, постараемся. Да, возможно, я думаю. Опять мертвые вороны. Мы идем по пятам. Что если мы сейчас сюда сходим? А вот этот пергамент, я не помню, читал ли я. Читал, да. Да. Да, я здесь был. Блин! Черт, просто разорвало. Красиво. Туше. Он умер. Красиво умер. Так не говоришь, что игра зависла. Жесть. Как будто весь мир так прям замер. Круто, очень красиво. По красоте. Да, мы получим левел в конце. Все-таки да, один уровень, один левел. Нормально. Хотя бы так. What was the point of this gate? Did they think no one would notice the lever? Понимаю. Renato wondered what he should do when he found Zenobia. What could he do if she had the Iblis stone? Да. Сейчас узнаем. О, да, Иблис у нее. He reached the summit, expecting no one.
But there she was, steaming, pacing. I'm gonna kill him, she said. I'm gonna kill all these ravens, and then him, and then his family, and all the eggs and tadpoles. And then I'm gonna burn down their pond. Did you go and get the Iblis stone? Do you see all these ravens I killed? So much power. Yeah, great, Bernardo said. You really want power from a demonic rock? You want the stone, don't you? Not really. Good. I'd rather not have to kill you. He told her he loved her. That he wouldn't let the Iblis stone take her, even if he had to die for it. Well, he planned to tell her. Now didn't seem like the right time. She'd probably cool off in a bit. So he'd rather get in her ship and fly off. He rushed back to the Farfarer and followed her, keeping a healthy distance. Zenobia's ship was just visible through the clouds ahead. How could he reason with her? But he had to. The rebels were down for the count. No wonder. He betrayed the location of their base and then he'd abandoned them. And if she became Empress while she was in the grip of the Iblis Stone, if she became Empress by murdering her father, she could still be a great Empress. But she could also be a nightmare Empress. She had to be stopped. Интересная развязка. Финальчик. There were more dead ravens along his path. Some of them wounded in the back. He knew she could have easily talked her way past them, or clouded the little tiny raven brains with a spell. She was going out of her way to kill everything in her path. This wasn't Zenobia. Not as he knew her. Да. Зенобия, конечно, да. Трэш сейчас будет. Мы таким были. Причем это наша первая концовка, когда я не знал еще про камень Иблиса, и почему такая жестокая была. Сейчас, спустя там сколько, 12 концовок, мы выяснили это. Интересно. Круто такое стечение. Прикольно, что он такой, ну, камень не нужен. Хорошо, убивать тебе не надо. И такой очень осторожно повел ее на дальноход, типа такой на расстоянии, типа, все, чтобы лишнее чуть не сказать, потому что ты лишнее сказал, сразу тебя убили просто. Он такой, так, иди на расстояние, все. Вон, иди на свой корабль, там разбирайся, типа, иди туда. Короче, дал ей расстояние. Она побежала, сейчас догоняем ее, ну, да, Рейнарда, конечно, крутой. Такой, типа, нет, надо быть осторожным. Чего, от греха подальше, типа, вот еще что-то не то ляпнул, и меч сразу в животе появится. Не очень приятно. Лучше не спорить с людьми, у которых есть проклятый камень. В целом уж и женщинами не спорить. Да, есть шанс, кстати. Есть шанс все-таки получить левел под самый конец. Это хорошо. Главное очень осторожно играть. Каркасик-то грустно летает за мной, бедный. So, his beloved was possessed by the spirit of a demon. That's what it meant to be a hero. To brave the darkness in your loved one's soul. To have faith there was still good in her. To help her out of that darkness, no matter what the cost. But what? What could he do?
she'd kill him if he tried to take the Iblis stone from her. Ну да, но убьет, если правый камень отнять. Сейчас она очень мощная. Посмотрим, умрем ли мы от нее или не от нее. Узнаем. Так, ну еще где-то боя 2. Посмотрим сейчас. Не, наверное, не хватит, блин, почему-то мало врагов дают. Видать, потому что Зеноби их поубивала еще. До этого было 2000 примерно. А сейчас 1000, да. Ну, не хватит мне левела, к сожалению. Обидненько. Все, последний бой. За него точно много не дадут. Ну ладно. Все. Идем. Ну что, финал. At the end of the trail of raven corpses was Zenobia. Her father was frantically rigging a strange apparatus wrapped around a glowing core. "Don't do it!" he shouted. "You'll hate yourself in the morning. Stay back!" She screamed in a horrible voice he'd never heard before. It froze him in his tracks. The Emperor stared at him. "Run!" he told the toad. "Or hop!" But he didn't manage to voice it, only think it. Zenobia stabbed her blade forward, and His Majesty fell dead. She began laughing hysterically. Or was she weeping? "Just walk away," she laughed at him. "I've no more use for you." There was something he needed to do, but he couldn't figure out what it was. So he did as he was told. As he walked away, he felt a chill in the world. The light in the sky seemed to dim. He didn't dare turn. He had a nagging feeling there was something he should have done just then. Something heroic. But he could not have taken the Iblis stone from her by force. And she would not have parted with it willingly. A cold wind blew from where she had been. But he still didn't dare turn. And then, an awful laughter filled the air. And all the torches and all the ships went out. And he realized what he should have done. But by then, it was too late to do anything. Время остановить. Oh, again? But he already had all the secrets he needed. He was sure of that. He must have not used them the right way. What was the best, worst mistake he could make? Probably trusting that traitor Lapino. Так, ребятки, буду все-таки заканчивать, что-то я не особо выспался, но смотрите, 2,5 часа, 3 концовочки сделал, я планировал 4-5 сделать, вот, привет, Верочка, опять, я что буду уже заканчивать, с возвращением, ты как раз вернулась, чтобы мы сейчас прочитаем концовку, повышение уровня, что нет, короче, тут прикол, если у тебя хотя бы чуть уровня не хватает, тебе, короче, повышается вот этот кусочек, а не весь. И я очень боялся, что дадут его. Вот на прошлом прохождении было бы круто. А так, короче, мне целый уровень, походу, запороли.
Прикинь, там одного боя не хватило. Ужасно. Не, ну, может быть, конечно, я неправильно считаю, но, по-моему, так и было. Ладно, посмотрим. Пропавший ингредиент. Интересное название. Так, ну, смотрите, все больше и больше закрываем. Мы двигаемся. Что покупал, рассказывай, Яр. Так. Заряжается, все хорошо. Вот, в принципе, блин, классно. Эти истории, по 3-4 истории проходить, это самое вот такое офигенно прошел. Они не так сильно утомляют. Вот. О, это очень вкусно. Класс. Это классно. Так. Блин, прикольно. Так, новая история завершена. История номер 8. Пропавший ингредиент. Что ты за герой? Герой, который всегда видит хорошее в прогнившем друге. Что ты за герой? Герой, который всегда видит хорошее в прогнившем друге. Понимаю. Так, хорошо. Мы уничтожили тут мир опять. Так, наполовину закончив сборку легендарного супероружия, небореза, Ренардо сменил курс, чтобы встретиться с Зеноби, дочерью императора. Встретился, чтобы тут же попасть в плен. Единственным выходом было уговорить ее примкнуть к восстанию. Он мог представить ей доказательства безумия ее отца, и он это сделал. Они стали свидетелями истребления имперцами невинных граждан. Разъяренный Зеноби завладела камнем Иблиса, могущественным самоцветом, способным разлагать умы, и начала кровавую потеху. Ренардо не смог найти слов, чтобы защитить Зеноби от воздействия самоцвета. После того, как она убила императора, весь мир поглотила тьма. Так, начинаем новую главу и заканчиваем стрим. Так, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Тоже каркас идем. Тоже с каркаса начинаем. Блин, классно, классно. То есть завтра еще концовки 3 сделаем, наверное. Так, четенько, по 3. Закроем. His old friend Platinu needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Platinu had betrayed the rebellion, and he had a gut feeling that he needed to use that to his advantage. Так, за каркасом. Every child knew about the Sky Ripper. The transcendent emperor had buried its pieces deep, and then this emperor's horrific sacrifices had brought it back to the surface. Renato wasn't exactly sure how to use the legendary weapon, but surely there must be some way. Блин, эта игра однозначно крутая. Она в моем сердечке надолго. По сути, простой проект, но сценаристом я просто вот снимаю шляпу, потому что опыт у каждого игрока, который будет играть в нее, будет отличаться, потому что, ну, если особенно не выбивать все концовки, то вообще будет супер отличный. Но даже выбивая, все равно в начале представления о игре у каждого будут свои. Вот, допустим, я не знал про Иблис, и у нас первая концовка, она убила императора, а я типа, ну, не знал, почему она так сделала. Я думал, просто убила, типа супер злая была. А по факту вот были боги. Так что реально офигенный уникальный опыт. Я люблю такие игры, где можно получить реально уникальный опыт. Первый. Все, человек уже ушел, не дождался. Все, Ярочка, Владушка, Ладушек, Ярочка, Оладучка, Ярочка, Ладочка. Все, хорошего вечера, ребятки. Я пойду отдыхать. Вот, и завтра встретимся днем. У меня вечером тоже будут дела, но днем мы пару часов постримим. Вот, так что держите сердечко. Давайте. Всех люблю, всех обнял. Надеюсь, вам немножко настроение поднял, вы мне подняли. Вот, и до скорых встреч. Так, давайте посмотрим книгу. Смотрите уже, как красивенько. Вот. Добьем Зенобию в следующий раз точно. И начнем Иблис уже добивать. То есть 1 стрим, 2,
3, 4. Короче, 3-4 стрима реально и закроем. Может быть, какой-то ударный стрим будет, и мы там закроем 5 концовок. Вообще будет круто. Или 6 даже. Это прям должен быть удар. Ну, вчера мы 5 закрыли. 3 вечером и 2 ночью. Вот. Получается, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 концовок мы сделали. О, хорошее число. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 осталось. Все, мы уже экватор преодолели. 11 и правдивое. То есть 12 концовок, 13 сделали, 12 осталось. Все, мы пересекли экватор. Все, всем... кстати, прикольное название. Выгул кошки здесь. Все, спасибо всем.